Сегодняшняя история будет связана с потусторонними силами. Вскоре заброшенную Ховринскую больницу облюбовали сатанисты из секты Немастор. К сожалению, некоторые сатанистские обряды и ритуалы подразумевают под собой жертвоприношения. Сложно представить, сколько людей погибли в Ховринке в 90-е. Произошел взрыв, потолок обвалился, и вода начала затапливать подвал. Говорят, что перед смертью лидер секты сатанистов проклял всех, кто его убил, и поклялся отомстить за то, что с ними произошло. Привет, интернет! Меня зовут Виолетта, и я рада приветствовать вас на своем канале «Тайное место», на котором я рассказываю вам разные интересные детективные истории. Перед этим видео, которое вы сейчас смотрите, должно было выйти еще одно видео длительностью чуть более часа. Но когда я уже загружала его на YouTube и оно проходило проверку, произошло кое-что, из-за чего я не смогла его опубликовать. Я, конечно, очень расстроилась, ведь я целых 2 дня только составляла план этого видео, потом несколько часов снимала его, затем долго монтировала. И вот когда я уже вышла на финишную прямую, все пошло коту под хвост. Вот такие дела. Поэтому вы сейчас смотрите это видео. Я пока не знаю, что я буду делать с тем видео, которое мне не удалось опубликовать. Может быть, я его буду как-то монтировать, обрезать, может быть, перезаписывать заново, я даже не знаю. Но я обещаю, что оно выйдет, но немного позже. Сегодня история будет связана с потусторонними силами. Сегодня я расскажу вам про Ховринскую больницу, или как ее еще называют, Umbrella. Почему ее называют Umbrella? Если посмотреть на план больницы сверху, то можно увидеть, что строение похоже на знак биологической опасности. Похожий символ фигурировал в фильме «Обитель зла» с Милой Йовович. Сегодня фанаты легендарной киносаги любят сгущать краски и говорить, что здание на самом деле строили для секретных разработок страшного вируса, способного уничтожить человечество. О медицинском персонале, который в культовом ужастике превратился в зомби, они умалчивают. Это заброшенная больница, в которой, по мнению многих, творилась всякая дьявольщина. Ховринская больница – это мрачное 11-этажное заброшенное здание в Москве в районе Ховрина. Вокруг этого здания сложилось множество легенд, загадок, и оно имеет криминальную и даже, можно сказать, дьявольскую историю. Строительство Ховринской больницы началось в 1981 году на месте, где раньше было кладбище. Проект больницы был огромный, она была рассчитана на 1300 человек. Ховринская больница должна была стать самым лучшим медицинским учреждением в Советском Союзе. Но в 1985 году строительство было заморожено, и причины этого до конца не ясны. Основные причины, по которым было заморожено строительство Ховринской больницы, можно выделить 2. Первое – это просто не могло хватать средств для окончания строительства и закупки огромного количества аппаратуры, чтобы она обслуживала 1300 человек. Вторая причина – это то, что, возможно, фундамент был сделан неудовлетворительно. Место, на котором должны были построить Ховринскую больницу, это болотистая местность. Также злую шутку сыграла интересная форма здания. Этот проект мог быть запрещен из-за того, что в любой момент здание могло рухнуть. Но это всего лишь додумки, потому что официальных причин, почему проект закрыли, не было названо. Вначале, после того, как строительство заморозили и оттуда ушли строители, здание охраняли военные, поскольку на тот момент туда было завезено огромное количество аппаратуры. Но потом военные тоже ушли, и вся аппаратура была разворована. Но здание недолго пустовало. Вскоре Ховринскую больницу облюбовали сатанисты из секты Немастор, и с тех пор в больнице начали происходить очень странные события. В подвале сатанисты устроили свою церковь. В подвале не было окон, туда не попадал солнечный свет, поэтому место подходило идеально. Там же проводились черные мессы. На самом деле мессы подразумевают под собой христианский ритуал. Черная месса – это насмешка и пародия над христианскими ритуалами сатанистами. Чтобы осквернить христианские традиции, сатанисты используют черные свечи вместо белых,
Крест переворачивают распятием или вовсе используют пятиконечную звезду, которая является символом дьявола. На алтаре вместо ладана сжигают различные грибы, которые обладают наркотическим действием. Это помогает адептам секты войти в одурманенное состояние. Затем лидер секты начинает читать сатанистскую проповедь. В ней он восхваляет сатану и читает христианские молитвы задом наперед, что является грехом. Все это действие продолжается жуткой оргией и осквернением христианских символов. Это краткий пересказ того, что происходило в подвале Ховринской больницы. К сожалению, некоторые сатанистские обряды и ритуалы подразумевают под собой жертвоприношения. Жертвами были и бомжи, которым негде было спать, и маленькие дети, которые любили ходить по заброшенным зданиям ради любопытства. Огромное количество животных и случайно зашедших туда людей. Сложно представить, сколько людей погибли в Ховринке в 90-е. Затем сатанисты начали убивать не только ради жертвоприношения, а просто ради удовольствия. Ходили слухи, что они насиловали своих жертв перед их смертью, а после смерти могли зажарить их мясо на костре и съесть. К тому времени правоохранительные органы уже знали, что в подвале Ховринской больницы действует сатанистская секта Немастор, которая мешает жителям района Ховрина жить в безопасности. На них часто делали облавы, но каждый раз сатанистам удавалось сбежать. Но в один момент правоохранительным органам все-таки удалось выследить сатанистов. Были слухи, что один из сатанистов, который метил на место лидера секты, не чувствовал должного уважения и поддержки со стороны друзей и решил сдать их местоположение полиции. Штурм был назначен на день, когда сатанисты праздновали свой очередной праздник. Когда все немасторовцы собрались в подвале, начался штурм. К тому времени у всех участников секты было оружие. Они пытались обороняться, но безуспешно. Поскольку подвал сатанисты знали как свои 5 пальцев, то, соответственно, они знали все тайные выходы и наверняка заранее готовили себе пути к отступлению. ОМОНом было принято решение использовать гранаты. Произошел взрыв. Потолок местами обвалился, и вода стала затапливать подвал. Часть людей умерла от взрыва, часть от того, что на них упали бетонные плиты, а кто-то просто утонул. Говорят, что перед смертью лидер секты сатанистов проклял всех, кто его убил, и поклялся отомстить за то, что с ними произошло. Но уничтожение секты не стало окончанием дьявольской истории этой больницы. В здании так и умирали и пропадали люди и животные. Причем животные умирали как своей смертью, так и насильственной. Есть история, что однажды бабушка, которая жила в доме неподалеку от Ховринки, потеряла свою собаку и решила поискать ее в здании больницы. И в одной из комнат она и правда нашла обезображенное тело своей собаки. Ее лапы были связаны веревкой. Рядом бабушка нашла еще несколько отрубленных пар собачьих лап, которые были связаны веревкой. Со всем этим старушка отправилась в полицию. Полиция несколько раз делала облавы, но так никого и не поймала. А через несколько дней бабушка сама попала в какую-то ловушку в Ховринской больнице и несколько дней умирала со сломанными ногами. Виноваты ли в этом какие-то духи, призраки? Ведь это место было построено на месте кладбища. Или в этом виноваты последователи секты Немастор? Здесь имеют место не только убийства, но и самоубийства. Самый известный случай – это когда 16-летний мальчик Алексей Краюшкин, или Край, как его назвали друзья, бросился в шахту лифта из-за неразделенной любви. Позже на том месте, где разбился Алексей, был организован памятник с большим количеством сигарет и стихов. Причем стихи были очень жуткие. Вот один из примеров, который я нашла. Больничка – это край чудес. Зашел в нее и там исчез. В 2018 году было принято решение снести Ховринку. Наконец, реновация Москвы добралась и до этого жуткого здания. 21 ноября 2018 года здание было полностью снесено, и по плану на этом месте должны были построить 4 жилых дома.
По плану, строительство должно было закончиться в 2022 году. Но я не живу в Москве, так что если вы знаете, закончилось строительство или нет, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Вообще странно, что стройка будет на болоте, хотя у нас в России целый город стоит на болоте, так что посмотрим, что из этого выйдет. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Давайте обсудим в комментариях. Как вы думаете, там действительно находились какие-то злые духи? Или там находились злые люди? Ну а я буду заканчивать это видео. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. На этом у меня все. С вами по-прежнему была Виолетта. Я вас люблю, целую, обнимаю. До новых встреч!